Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе Автоботы захватят мой канал. Аниме начинается ночью с большого снимка города, освещенного сиянием зданий. На вершине одного из них мы видим силуэт в капюшоне и с очень женственными чертами лица. Как только мы подошли к ней, нам показали, что она одета в очень длинную черную тунику. Эта таинственная девушка легким движением руки на груди расстегивает свою одежду, и когда она становится свободной, она принимает форму длинного плаща. Таким образом видны ее платиново-розовые волосы и блестящие глаза. Голубые глаза, чтобы затем сделать шаг в пустоту из здания, в котором я находился, и парить в воздухе, как если бы я был самим Иисусом. После этого в другом месте города, после пары снимков того же самого, мы представляем Коэмори нашему проте. Он выходит из своего дома очень осторожно, избегая шума, готовый выйти прогуляться по улице в это время ночи, несмотря на то, что он был в отъезде. Волнуюсь, так как никогда не уходил так поздно. Он выглядит счастливым, так как впервые за всю свою жизнь чувствует себя по-настоящему свободным. Немного погуляв, он начинает чувствовать, что действительно принадлежит ночи, так как ему очень комфортно под ночным небом и уличными фонарями. Затем мы видим, как он подходит к небольшой детской площадке и садится на качели. Пока он качается, начинает думать о том, что правильно, если днем ходить в школу, а ночью спать. Но после стольких лет, когда ему наскучила его жизнь, он замечает, что впервые за долгое время качели ночью становятся веселее. Через некоторое время, играя в Проута, он начинает задумываться о том, что на самом деле там сейчас, и нам рассказывают, что недавно он начал качаться на качелях. Страдать от бессонницы, проблем со сном, явно видя таким образом воспоминания о своем прошлом. В нем нам рассказывают, что Проте примерно 14 лет, и что он учится во 2 классе средней школы. В этом мы видим, что одноклассница заявила о себе любовным письмом, но, как и все сердцееды, отвергла его, так как не понимала романтических тем. После этого воспоминания продолжаются, и я вижу, как девушка убегает, увидев, что на нее не ответили взаимностью, как это сделал бы сам Пиньякола Асад. Там Прота чувствует себя счастливым, что она кому-то нравится, но он не мог ее принять, так как это было бы неправильно, если бы он ничего не понимал в парах нелюбви. Некоторое время спустя мы видим, что подруги девушек требуют от него ответа на вопрос, почему он отверг ее и заставил плакать, на что он отвечает: «Я не могу понять, что ты имеешь в виду», который он может только попросить у всех извинений. Они обвиняют его и говорят, что он ужасный человек и что он плохой человек за то, что отверг ее. «Верни Прота». Прота продолжает раскачиваться, пока не полетит на землю, сильно ударив себя по лицу. После того, как он сел на скамейку и долго думал, почему у него бессонница. Он приходит к выводу, что ему следует поговорить со своей семьей или с кем-то, кому он доверяет. Просто чтобы напомнить, что у него нет друзей, поэтому никому из близких нельзя рассказывать о том, что с ним происходит. Немного посмеявшись, сильно пугается, когда его телефон внезапно начинает вибрировать. Он быстро смотрит на своих родителей, которые обнаружили, что он самостоятельно вышел из дома, и успокаивается, увидев, что это всего лишь уведомление с телефона. Но решает вернуться в тот момент. По дороге, все еще с телефоном в руке и просматривая сети, он понимает, что слишком много сообщений об алкоголе и вечеринках, поэтому он думает, что они безусловно веселятся. Также помни, что он никогда не пробовал пить что-либо в этом роде или что-то в этом роде. И только проходя мимо торгового автомата, он решает осмелиться попробовать что-нибудь в первый раз, и через некоторое время, решая, что выбрать, кладет пару монет в банкомат машины и нажимает кнопки, чтобы выбрать свой первый алкогольный напиток. Как раз в тот момент, когда ты нажимаешь последнюю кнопку, рядом с тобой появляется таинственный женский силуэт из начала. Эта любопытная покупательница говорит тебе, что, похоже, она не того возраста, чтобы покупать такие вещества. Там Прота нервничает в твоем присутствии и беспокоится, что с ним может случиться что-то плохое, так как девушка внезапно появилась. И, рассмотрев возможность того, что у него могут возникнуть проблемы с полицией из-за покупки алкоголя, он лжет, говоря, что это было не для него, что это было просто для него одно поручение, и вы ошиблись, нажав на кнопку. Извинившись, он пытается убежать, но девушка ловит его, хватая за руку, и говорит ему, что он не может обмануть ее своей ложью. Так что в этом случае Прота пытается оправдаться, говоря, что он обычно не занимается такими вещами, что он хороший человек. И она говорит ему, чтобы он не волновался и расслаблялся, так как она не доставит его в полицию и не собирается сообщать об этом. И сразу после этого она раскрывает свое лицо и говорит ему, что он в безопасности, потому что не может уснуть. И Прота в шоке, и она говорит, что собирается ему помочь. И ты спрашиваешь его, почему он думает, что люди не спят всю ночь.
И он говорит ему, что это потому, что они недовольны тем, как провели свой день, или что их буквально не привлекает их реальная жизнь, или они несчастливы. После этого они натыкаются на 3 пьяных мужчин, спящих на скамейке. Она приветствует его и немного развлекается с ними разговором, а затем прощается и рекомендует ему пойти домой спать. Там Прата спрашивает ее, знала ли она их о чем-нибудь, и она говорит ему нет. И что они никогда не будут удовлетворены, если не избавиться от своих забот, факт, который заставляет мужчину чувствовать себя виноватым. Мальчик снова бегает с пьяными и пытается с ними повеселиться, но у него все очень плохо получается, и одного из троих рвет на него. Проводя некоторое время и несмотря на плохое положение загадочной девушки, поздравляет его с тем, что он немного освободился, и предлагает поехать к нему домой, так как ему нравится помогать людям решать их проблемы. Находясь там, она предлагает ему переспать с ней, и после некоторого отказа и раздумий в конце концов Прата очень смущенно соглашается. Видя, что девушка настаивает на том, чтобы он заснул, делает вид, что засыпает, и она кусает его за шею, показывая, что она вампир. После укуса Прата реагирует и говорит ему, что она не спала. Так что девушка после нескольких попыток солгать в конце концов признается ему, что это правда и что она вампир. И он спрашивает ее, станет ли она вампиром, и она говорит ему нет, пусть она тоже не верит, что это не что иное, как фильм «Сумерки». Поскольку, хотя некоторые вампиры действительно превращают людей в вампиров, она просто пьет кровь, чтобы поесть, и все. Она также рассказывает ему, что для того, чтобы укушенный превратился, этот человек должен быть влюблен в нее, и сравнивает это с поступком неуважительного человека. То есть грубый секс. Есть Прот, услышав несколько резких слов от этой вампирши, которая говорит ему, что никогда не была влюблена и что это неприятно. Она спрашивает его, что он будет делать теперь, когда он жил и сделал шаг за пределы нормы, и захочет ли он вернуться к своей прежней жизни. И он заявляет ей, что нет, что он хочет, чтобы она превратила его в вампира, и чтобы он мог жить так с этого момента, и просит ее позволить ему влюбиться от нее. Вампирша краснеет, но говорит ему, что она ничего не будет делать, что все будет зависеть от нее, и, наконец, раскрывает нам, что ее настоящее имя Насуна Нанакуса. Некоторое время спустя на вершине очень высокого здания девушка рассказывает ему, что кровь становится более насыщенной, когда другой человек находится на расстоянии вытянутой руки. Она вот-вот умрет, и что ей это очень нравится. После этого она решает пнуть его и сбросить с крыши, но когда Прата подумала, что он умрет, она схватила его за шиворот и начала развлекаться, наблюдая за городом с высоты. На следующую ночь Прата снова выходит ночью на улицу, чтобы снова встретиться с вампиршей. Девочка объясняет, что вампиры, выпивая кровь, могут делать две вещи – просто есть или оставлять потомство. И что для нее в ее случае это все равно, что делать и то, и другое одновременно, потому что по какой-то причине они доставляют ей одинаковое удовольствие. Прата краснеет и спрашивает ее, почему она всегда использует слово «совокупляться» для обозначения вкусного. Там вампирша начинает объяснять ему, как работает человеческое воспроизводство. В этом мы видим, что Прата снова смущается, и она спрашивает его, забыл ли он уже о своей цели стать вампиром. Он говорит ей нет, и что очевидно это то, чего он действительно хочет, и именно для этого он здесь сейчас, влюбиться в нее. Теперь это девушка, которая краснеет и просит его остановиться. Она говорит ему, что понимает его, и что поэтому ей не нужно быть такой настойчивой. Прата спрашивает ее, чего она хочет в обмен на превращение в вампира, на что девушка отвечает, что хочет еще раз попробовать его кровь. После этого Прата предлагает ее ей, и она, будучи такой прямолинейной, смущается, называя его извращенцем. А он ничего не понимает, так как не знает, что для вампира иметь дело с вещами, связанными с кровью, это что-то из ряда вон выходящее. Через некоторое время, гуляя под ночным небом, Прата думает о том, что сколько бы крови он ни дал, если он не влюбится, он не влюбится. Он собирается обратиться, и вампирша в виде комплимента сообщает ему, что ее кровь – одна из самых вкусных, которые он когда-либо пробовал в своей жизни. Во время смены сцены мы видим, как Прата ищет Нанакудзу, чтобы встретиться с ней. Затем он вспоминает, что они больше не договорились ни о времени, ни о месте, и это затрудняет то, что они могут буквально собраться вместе. В поисках вампирши он встречает предыдущих пьяниц прошлой ночью, но они явно игнорируют его. Долгое время не находя ее, думает, что ему незачем видеть ее каждый день, и сдается и начинает возвращаться, полностью сдавшись и веря в него, как будто я фанат этой темы. Но как только он начал возвращаться к себе домой, появляется летающая вампирша и опирается на верхнюю часть его проводки. Заметив, что Прата находится под ней, спускается со столба и приветствует его с улыбкой на лице. Он расстроен, так как искал ее всю ночь, и она говорит ему, что искала случайного человека, который выпил бы ее кровь.
Там Протау очень ревнует, так как думает, что несмотря на то, что у нее есть он, она хочет поесть и приготовить вкусненькое с другими людьми. Но она говорит ему, что это то, что буквально делают вампиры. И после некоторого спора он жалуется, что не хочет всегда ее искать. Поэтому он предлагает ей обменяться своим контактным номером, но вампирша объясняет ему, что у нее нет телефона, потому что он ей не нужен. Но в конце концов он вспоминает, что у него давно есть телефон, поэтому он снова предлагает ей пойти к нему домой. Однажды там он рассказывает нам, что у него был огромный старый телефон, как будто он был примерно 80-х или 90-х годов. И Прота считает глупым, что он заряжает такой большой сотовый, имея буквально обновленные телефоны. Он говорит ей носить его с собой с этого момента, однако вампирша говорит ему, что не хочет заряжать что-то такое большое все это время. Немного поговорив о том, почему у нее такая старая модель, девушка повторяет, что ей не нужен телефон, и ложится в постель. Тут он сбит с толку, так как он не понимает, почему он ложится спать, еще ночь, и она объясняет ему, что поскольку он летал, он был в замешательстве. Долгое время в поисках еды она очень устала. После нескольких минут молчания она предлагает Проту переспать с ней и очень смущенно соглашается. После того, как они некоторое время лежали друг с другом, не говоря ни слова и немного стесняясь, Прота начинает задумываться о том, почему, если он не влюблен, он ревнует, что она ищет других, чтобы выпить его кровь, как если бы он был всего лишь контролером или любовником. Токсичный парень. Он говорит ей, что ничего не поможет, если она высосет его кровь сейчас, так как он не станет вампиром. И с еще большей ревностью бросает ему в лицо, что если он так сильно хочет пить кровь сейчас, пусть поищет кого-нибудь другого, потому что это то, что делает настоящий мужчина. Она, увидев его таким, откровенничает и говорит ему, что она никого другого не искала, и что она пыталась найти его всю жизнь ночь. Краснея говорит ему, что ей стыдно это говорить, но что это была правда, и просит у него прощения. Она рассказывает ему, что трудно найти такую богатую кровь, как у нее, и Прота ясно дает мне ее укусить. Через некоторое время она засыпает рядом с ним, и он испытывает облегчение от того, что они оба чувствуют одно и то же, и в конце концов тоже засыпает. На следующую ночь снова происходит то же самое, и он, как обычно, выходит ее искать, и он не находит ее, пока она не появляется. Чтобы у них больше не возникало этой проблемы, показывает ему наручные часы с приема-передатчиком, то есть своего рода рацию. Вампирша приходит в восторг, и он объясняет, что в детстве, когда он был маленьким, он купил некоторые из них, чтобы поиграть, но у него не было друзей. Из-за того, что ему не с кем было поиграть, ему пришло в голову спрятать один и подружиться с любым, кто его найдет в данный момент, поскольку так они могли бы поговорить. Несмотря на это, через некоторое время ему не позвонили, поэтому он пошел посмотреть, там ли еще часы. По прибытии он понял, что кто-то нашел его коммуникатор, и был взволнован, думая, что может позвонить этому человеку. Однако, несмотря на то, что он знал, что у кого-то еще есть, другие часы так и не позвонили, и он решил подождать. Девушка думает, что это очень грустная и мрачная история, и он учит, что у него все еще есть другие часы, поэтому он отдает их ей. Он предлагает ей проверить, работают ли они, и она отвечает ему очень извращенным образом. После разлуки он решает позвонить, чтобы узнать, получит ли он ответ от вампирши, и она отвечает на его звонок. И после того, как доказывает, что все работает нормально, они начинают играть так, как будто они на задании секрет буквально. Вы оба начинаете смеяться, и Прота говорит вам, что такое ощущение, что вы пара, которая только начала встречаться. Она очень нервничает и кричит на него, чтобы он не говорил таких вещей, и говорит ему, что это очень весело и что она надеется очень скоро влюбиться. Остаток ночи они проводят, весело летая по городу, пока не доберутся до крыши школы. Прота говорит ему, что он никогда не был в школе ночью, а она говорит ему, что под луной меняется все восприятие вещей. Затем она кусает его за шею, чтобы выпить его кровь, и говорит ему, что она особенно вкусная. Он понимает, что Нанакудза любит грязные шутки, но внезапно начинает очень стесняться говорить о любви и романтике. То есть она буквально горячая девушка, но когда с ней говорят о серьезных вещах, это вызывает у нее робость. Поэтому он предлагает ей начать их отношения как друзья, и она краснеет от стыда. Когда начинается рассвет, Прота возвращается домой и по дороге думает о том, что случилось с партнером его передатчика. И после того, как он задается вопросом, будет ли у него кто-нибудь еще сегодня, он получает звонок от этого, только чтобы понять, что за ним стоит девушка, которая спрашивает его, что случилось. «Делаю». Прота, увидев эту девушку, раскрывает нам, что ее зовут Шакира. В этот момент мы видим воспоминания о нем с вампиршей, и она спрашивает его, действительно ли у него нет друзей. Он спрашивает ее, с какого момента люди начинают дружить, и она не понимает, что он буквально имеет в виду под этим. Прота говорит ей, что она не может просто спрашивать людей, поэтому неправильно предполагать, что кто-то ее друг или нет.
и рассказывает ей, что в детстве у нее были друзья, и они много играли вместе, но не видя их много лет, она не знает, может ли она продолжать называть их так. То, что я буквально дружу с вами, которые смотрят это аниме, случилось бы с вами. Потому что много раз я встречаю друзей, которые были в прошлом, и правда, что я снова вижу их в плохом свете. Но и они тоже, так что давайте продолжим аниме. Он рассказывает, что всегда хотел друзей, и что именно поэтому он получил свои часы-передатчик, чтобы он мог с кем-нибудь поговорить. Как только воспоминание закончится, мы снова увидим Прота с Акирой, и она спросит его, почему у нее есть другие часы. Она говорит ему, что никогда не выбрасывала их, потому что он подарил их ей, что поскольку они всегда были в разных классах, они не могли даже разговаривать. И поскольку в 6 классе у него стало больше друзей, она потеряла возможность поговорить с ним. Она ждала, что в какой-то момент Прота подаст сигнал вызова, но, к сожалению, так и не сделала этого, и поскольку он думал, что забыл об этом, она тоже не позвонила ему. Но в последнее время, когда Прота больше не ходил в школу, он позвонил, чтобы спросить, все ли с ним в порядке, и услышал звук поблизости. Он спросил ее, правда ли, что это тот же самый, кто передал его ей, и она отвечает, что нет, но что она буквально оставила его в своем почтовом ящике. Прота понимает, что это было случайно, поскольку он никогда не знал домашнего номера девушки до этого момента. Она, не зная этого, говорит ему, что просто беспокоилась за него, потому что они друзья. Это очень удивляет Прота, и она рассказывает ему о том, что он был серьезным и отстраненным парнем. Она не была уверена, что он воспринимал ее как друга, и что поскольку он показывал вещи по-другому, она была не в курсе, подарив ей часы, она восприняла это как проявление того, что она чувствовала, и это явно сделало ее счастливой. Эль Прота понимает, что она все неправильно поняла, так как это было полное недоразумение, и у нее есть воспоминания о том, когда они были буквально маленькими. В воспоминаниях мы видим Акиру и Альпроту на детской площадке. Прота наблюдает за муравьями, а остальные дети играют. Он подходит к девочке, и ему любопытно, что она делает, поэтому она остается с ним, составляя ему компанию. Когда Прота спрашивает ее, почему она остается, она отвечает ему, что это потому, что они друзья, и на этом воспоминания заканчиваются. Немного поговорив, он спрашивает ее, почему она в этот час в школьной форме и случайно ли она возвращается домой. Она отвечает ему, что нет, что она сейчас идет в школу, и он удивляется, почему сейчас 4 часа утра. Девочка рассказывает ему, что она всегда встает рано перед уроками, чтобы прогуляться, и спрашивает его, что он буквально делает на улице в это время. И она отвечает на его вопрос и спрашивает, что он делает на улице в это время. Прота говорит ей, что возвращается домой, и она спрашивает его, увидятся ли они завтра в это же время, и Прота быстро возвращается к вампирше и звонит по поводу часов. Она отвечает на звонок в полусонном состоянии и спрашивает, действительно ли у нее есть друг. Она спрашивает его, один ли он, и вешает трубку, пожелав ему спокойной ночи. Пару вечеров спустя, следуя своему обычному распорядку, Прота готовит все, чтобы вернуться домой. Очень скучающая вампирша спрашивает его, почему он так рано возвращается домой в последнее время. И дело в том, что, по-видимому, наш Прота не сказал ей, что у него буквально есть подруга-женщина. Он пытается убедить ее, что еще не рано, так как сейчас только 3:30 утра. Она очень извращенно говорит ему, что тогда у них просто физические отношения, и он заявляет ей, что это его вина. Вампирша спрашивает его, не собирается ли он случайно пойти на свидание с другой женщиной. Так что, как он уже догадался, Прота краснеет и очень нервничает. Пытается это отрицать, но он отвечает: «Я не знаю», чтобы потом выбежать из дома, попрощавшись. Некоторое время спустя мы видим, как Прота встречается с Акирой, и она, увидев, что он устал, спрашивает его, прибежал ли он, и он отвечает, что да. Через некоторое время Прота думает, что у него началась новая рутина. Тусуясь с Акирой после того, как он видел Насуму ночь за ночью, прежде чем она пошла в школу. Он всегда, даже если они собираются вместе каждый вечер, они не слишком много разговаривают, и спрашивает ее, действительно ли она хорошо проводит с ним время. Она задает ему тот же вопрос, и Прота говорит ему, что все в порядке. Так что после этого она говорит ему, что прекрасно проводит время, когда они вместе. Прота задается вопросом, действительно ли он ей нравится или что-то в этом роде, и, подняв голову, видит вампиршу, подглядывающую за ними из-за дерева. Он пугается, поэтому вампирша начинает приближаться к ним, разговаривая с Протоном, направляясь к нему. Прота начинает очень нервничать, думая, что если она разозлится на него. И он остается парализованным, не зная, что делать, когда перед ним стоят две девушки, на что Прота отвечает: «Я не знаю, что делать». Вампирша кладет руку ему на плечо и спрашивает, что они делают, играя в ласки в этом месте.
После некоторого отрицания того, что они не занимались подобными вещами, Акира спрашивает Прота, знает ли он девушку, и он отвечает «да». Насуна говорит Акире, что ему не о чем беспокоиться, поскольку их отношения чисто физические, и факт, из-за которого Прота расстраивается, я краснею от стыда. Сбитый с толку Акира говорит Проте, что ничего страшного в том, что он не ходит в школу, но что ему нужно быть осторожным с внешностью. Рискованное развлечение, от которого Прота продолжает очень стыдливо отказываться. Акира, услышав произносимые прозвища, спрашивает Проту, нравится ли ему Назума или что-то в этом роде. Вампирша, услышав это, сильно краснеет, а затем злится, так как думает, что школьники связывают все это с романтикой. Она просит Прота встать и, подойдя к нему, делая вид, что собирается поцеловать его, медленно кусает его за шею. После этого Акира видит кровь на шее у Прота, и Насума объясняет ему, что она вампир. Через некоторое время все трое вместе идут куда-нибудь выпить. Акира и Прота заказывают кофе, а вампирша заказывает пиво. Акира спрашивает Проту, почему он позволяет ей пить свою кровь, и связано ли это с тем, что она больше не ходит в школу. Вампирша говорит, что школа бесполезна, а Прота объясняет, что ей там не было весело, поэтому она не знала, что делать. Акира говорит ему, что она чувствует то же самое, и что она продолжает посещать школу, поскольку это явно ее обязанность. Но что если бы у нее был выбор не посещать школу, она бы не пошла. Я бы этого не сделал. Немного поговорив об институте, предлагает ей вернуться на занятия вместе, так как ей с ним веселее. Насуна и Акира начинают разговаривать и признаются ей, что до сих пор не верят во всю эту историю с вампирами. Она говорит ему, что это не имеет значения, и спрашивает, дружит ли она с Протой и как давно они не виделись. Сказав это, она встает из-за стола и уходит. Оплатив счет, за ней выбегает Прота. Немного поколебавшись, спрашивает ее, не сердится ли она или что-то в этом роде, и она говорит ему нет. А Прота настаивает на своем и говорит, что не может знать, если не скажет ему. В этот момент она действительно злится и улетает, поэтому Прота бежит за ней, чтобы не потерять ее из виду, но в конце концов она убегает. После того, как он всю ночь искал ее, Прота споткнулся и ударился, и, вытирая лицо, он увидел наручные часы и сказал, что позвонит ей. Вампирша отвечает на его звонок, и он извиняется. Она спрашивает, почему он так сожалеет, и он говорит ей, что это потому, что он тайно встречался с подругой и не сказал ей об этом. Она также рассказывает ему, что никогда ни с кем так не ссорилась. Он явно не знает, что делать, чтобы все исправить, и хочет помириться с ней. В этот момент вампирша появляется прямо перед ним и говорит ему, что она буквально не злится. Она спрашивает его, почему он не смог ответить Кире о совместном посещении школы, и он говорит ей, что на данный момент она ни за что не пойдет на занятия, так как хочет быть с ней и стать вампиром, и я не знал, как сказать что-нибудь другу человеку. Она замечает, что на нем есть следы побоев, и спрашивает, что с ним случилось. Прота объясняет, что он упал, и она, увидев кровь, решает поцеловать его в губы, чтобы выпить ее. Она напоминает ему, что назвала Акиру другом-человеком, и спрашивает, есть ли у него тогда друг-вампир или что-то в этом роде. После этого она улыбается и говорит ему, что больше не будет брать у него кровь сегодня, и уходит, сделав большой скачок. Он реагирует, говоря, что друзья обычно не целуются в губы, но она уже ушла. Когда мы меняем сцену, мы видим день Акиры, в котором видно, что у одноклассника проблемы со сном. Учительница говорит, что молодые люди должны спать по ночам, так как взрослые будут ложиться спать допоздна. И она также говорит ему, что он должен приучить свое тело к здоровому режиму сна, пока он еще молод. Он также учит нас, что его распорядок дня после школы, когда он приходит домой и просматривает почту. Уже дома он принимает горячую ванну, чистит зубы и ложится спать. Сегодня вечером мы видим Прота, который гордится тем, что улучшил свои навыки, позволяющие бесшумно выходить из дома. Задаваясь вопросом, где на этот раз будет Насуна, вспоминает поцелуй прошлой ночью, так что он автоматически краснеет. На этот раз вампирша на виду в самом легком месте, которое только можно найти, но Прота нервничает, так как не знает, как себя вести сейчас. Поэтому он решает прогуляться, прежде чем я пойду с ней. Он немного прогуливается, продолжая думать о поцелуе, который она ему подарила, не совсем понимая, что произошло. И снова встречает пьяных, которые наблюдают, как пара на расстоянии целуется в первый раз. Это заставляет Эль Прота еще больше краснеть, так как я никогда не видел, чтобы кто-то в первый раз целовался. И я понимаю, что это то, что делают пары, которые буквально любят друг друга. После этого он задается вопросом, означает ли поцелуй с вампиршей, что он уже влюблен в нее и думает, собирается ли он наконец превратиться в вампира.
Как раз в этот момент появляется девушка, которая злится, так как она ждала его там, где ее сразу найдет Прота, а его не было. Преисполненный гордости, говорит, что настал идеальный момент, и просит его укусить его и попутно выпить его кровь, так как он впервые сумел влюбиться конец ей. Она думает, что он шутит, и спрашивает его, действительно ли он влюблен, и он подтверждает ей, что да, поэтому она просит его укусить его, потому что он готов превратиться в вампира. Вампирша просит его подойти ближе, и он подчиняется, счастливый, что находится в шаге от того, чтобы стать тем, кем он хотел. Она кусает его и говорит ему, что это было очень вкусно, но он не замечает никаких изменений или чего-то странного. И спрашивает его, не вампир ли он теперь. Насуна спрашивает его, зачем он это сделал. И он злится, потому что она сказала, что если он влюбится и укусит его, он преобразится. Вот когда она говорит ему, что если он не стал, то это потому, что он на самом деле не влюблен в нее. Получив поцелуй прошлой ночью, он был сбит с толку. И на самом деле то, что они чувствуют в этот момент, это похоть и полное извращение. Прота, услышав это, нервничает и снова краснеет, понимая, что то, что произошло, скорее то, что он возбудился во время поцелуя, вещь, которую он никогда не забудет. Что я бы сделал сам, как все мужчины. Но давай продолжим аниме. Она спрашивает его, не хочет ли он еще одного поцелуя, и он застенчиво говорит ей, что тот, что был прошлой ночью, был их первым поцелуем. И что она ведет себя так, как будто это ничего не значит. Он говорит ей, что у нее наверняка было много других, и вампирша признается ему, что он тоже был ее первым поцелуем. Прота спрашивает ее, все ли в порядке с тем, что он был ее первым поцелуем, и она говорит ему, что в этом нет ничего плохого, поскольку это то, что буквально делают вампиры-друзья. Мы снова с Акирой, который смотрит на телефон и просыпается, понимая, что еще ночь. Он замечает, что в последнее время плохо спал, и выходит на прогулку. По дороге его встречает Прота, который, удивленный тем, что увидел ее так рано, спрашивает, идет ли она домой или что-то в этом роде. Она отвечает, что нет, и что она только что встала, и он говорит ей, что уже полночь. И спрашивает, безопасно ли ей гулять в это время часов, поэтому она говорит ему, что он может спросить ее о том же. Акира спрашивает его, собирается ли он увидеться с вампиршей, и он отвечает «да». Она рассказывает ему то же самое, что он слышал в своем классе, что люди, и тем более молодые, должны спать по ночам. Он отвечает ей, что то же самое можно сказать и ей, и говорит, что если она не заснет, они могут вместе пойти, может быть, навестить Насуму. Некоторое время спустя, когда все трое уже собрались, мы видим, как Прота и вампирша играют в видеоигру про драки. Она выигрывает все партии, и Прота злится, говоря, что она наверняка играла много раз. Насума предлагает Кире сыграть в игру и говорит ей, что если она выиграет, он поцелует ее. А Кира говорит ей, что не хочет, и вампирша спрашивает его, не хочет ли он сыграть в другую игру, но он отвечает, что поцелуя она не хочет. Осознав это несколько секунд спустя, спрашивает ее, что если поцелуй за победу также предложен Протой, вампирша отвечает «да». Прота сердито отрицает это, а вампирша говорит, что они целуются без этих условий. А Кира говорит ей, что поддерживает его в отношениях, но ему трудно быть на стороне такого извращенного монстра, как она. Вампирша, ища другую игру, говорит Проте, что он в нее не влюблен, и предлагает сыграть в другую игру. Что это будет симулятор свиданий. Вампирше не нравится этот тип игры, так как девушки влюблены в Прота с самого начала, и она этого не видит забавно. В игре она спрашивает его, собираетесь ли вы вместе ходить в школу, и Прота отвечает, что нет. Через некоторое время он говорит о том, почему он не хочет даже участвовать в игре с девочками, и решает сказать, что это потому, что ему скучно. Появляется новый персонаж видеоигры, врезающийся в Прота, и вы можете видеть, что это девушка в короткой юбке и с очень большой грудью, но которая выглядит так, как будто ей скучно. Очень застенчивая и серьезная. Извинившись за столкновение, он быстро уходит. Прота говорит, что это девушка, которая ему больше всего понравилась в игре. Вампирша начинает смеяться и спрашивает его, случайно ли девушки с широким передом в ее вкусе, и Акира радуется. Поскольку Прота не изменился в этом отношении и по-прежнему остается серьезным парнем, как всегда. Вампирша говорит ему, что уже поздно и что они должны идти спать. Акира удивляется зеленому цвету, с которым они спят в одной постели, а Прота говорит ему, что в этом нет ничего неприличного или чего-то в этом роде, о чем он не должен плохо думать. На что вампирша отвечает, что они уже спят в одной постели. Это само по себе неприлично, когда девушка и парень спят вместе. И наконец он также говорит, что сегодня две девочки и один мальчик будут спать вместе. И Акира автоматически шокирован, поскольку ему очень стыдно спать с другими людьми, и он говорит, что автоматически пойдет в школу. Прота говорит ему, что уже очень поздно и что идти в это время опасно. Насуна также говорит, что к тому же идет сильный дождь, и у вампирши нет зонтика, поэтому они оба просят его оставаться там до тех пор, пока дождь полностью не прекратится. Вампирша начинает сосать кровь Прота,
И он, и Акира смущаются, увидев это воочию, поэтому этот спрашивает его, почему Прота позволяет себя укусить. И вампирша объясняет ему их соотношение спроса и предложения. Она хочет выпить его кровь, и он хочет, чтобы она выпила ее, а девушка этого не понимает, поэтому он спрашивает Прота, кто победит, будучи укушенным вампиром. Назуна побуждает его рассказать об этом, поэтому она объясняет ему, что хочет стать вампиром, и что одного укуса недостаточно, что сначала он должен влюбиться в нее. А после того, как он влюбится и она выпьет его кровь, чтобы получить это, он автоматически станет вампиром. Вампирша очень смущается, когда они говорят о романе, и начинает ворочаться в постели. Так что мы можем буквально сказать, что вампирша в значительной степени атаку. После этого она спрашивает их, закончили ли они говорить и должны ли они уже спать. Позже мы видим, что все трое лежат в постели, и Акира говорит, что уйдет, как только перестанет идти дождь, так как он тоже не может уснуть. Прота извиняется за то, что привел ее в такую ситуацию, но что он хотел, чтобы она знала, что он делал по ночам, чтобы он не думал, что она спит. Плохо с ним. Она спрашивает его, хорошо ли он проводит время в последнее время, и он отвечает утвердительно. Так что она очень рада. Заметив его и увидев в неловком положении, в котором он находится, говорит ему, что он может опустить руки, и Прота выходит замуж, и на секунду его руки опускаются, и он падает. Они касаются друг друга. Она говорит ему, что даже если он станет вампиром, они могут остаться друзьями, как Эли Насуна, и что он может быть кем угодно, чего бы они ни захотели. Но несмотря на это, она рекомендует ему вернуться в школу. После этого она поворачивается на полоборота и, подумав, что ей не спалось, наконец засыпает. На следующее утро она понимает, что заснула и опоздает в школу. Она прощается с Прото и пересекается с вампиршей, которая говорит ей, хорошо ли она выспалась, так как люди засыпают, когда чувствуют себя довольными своим днем. Несколько часов спустя вампирша просыпается, когда еще светло, поэтому она решает поиграть в видеоигры, чтобы побить свой личный рекорд. После некоторого времени игры в конце концов проигрывает и обещает больше никогда в нее не играть. Поскольку у нее еще есть время до визита Праты, она решает посмотреть, придет ли ей посылка, которую она заказала. Отправившись за покупками, понимает, что курьер пришел, пока она спала, поэтому она злится, так как ей не прислали в то время, когда она об этом просила. Вернувшись в свою квартиру уже ночью, вампирша думает о том, не стоит ли ей заняться своими делами по дому, но в конце концов приходит к выводу, что это не так. В конце концов он решает сесть и посмотреть телевизор. Через несколько минут ему становится скучно, и он просто выходит на улицу. Немного погуляв, увидев, что у людей очень грустные лица, начинает думать, что хотел бы, чтобы они наслаждались вечером. Погуляв еще немного, он встречает кота и развлекается, играя с ним. Когда он уходит, он замечает, что у него плохо пахнут руки, потому что, будучи бездомным котом, он буквально воняет. Поэтому, полюбовавшись своими часами и увидев их сейчас, он решает пойти в баню, чтобы немного помыться, прежде чем отправиться к Проте. Оказавшись внутри, оставляет часы продавцу и просит его, если они зазвонят, предупредить его. И после ванны, в которой он фиксирует, что он не она смотрит в зеркало, получает звонок и выбегает из заведения без одежды. Некоторое время спустя мы видим вампиршу и Прота, а этот, увидев ее в другом обличии, не узнает ее. Она спрашивает его, удивлен ли он, увидев ее такой красивой, и поскольку Прота ничего не говорит и краснеет, она говорит ему, что если это действительно так. Из-за этого она утверждает ему, что хотя она сказала, что ей не нравятся женщины, похоже, они ей действительно нравятся. Он спрашивает ее, почему у нее теперь другие волосы, и вампирша говорит ему, что приняла ванну, так что Прота говорит, что тоже хочет принять ванну. Некоторое время спустя, когда Прота уже принял ванну, обсушился и оделся, подумая о своих чувствах. Выходя из ванной, думает, что он встречается с Асуной. Его сердце переполнено множеством эмоций. Вампирша спрашивает его, чем они будут заниматься сегодня вечером, и Прота понимает, что он думает об очень неподходящих вещах. Она постоянно спрашивала его, чем заняться, но он был очень отвлечен, увидев, что она на самом деле сейчас очень красивая. Немного подумав, так он думает, потому что он действительно влюбился и автоматически просит ее выпить его кровь в этот момент. Она подчиняется и подходит ближе, в то время как он думает, что она ему нравится, поскольку испытывает очень странные эмоции. Так что он хочет избавиться от сомнений. После укуса он все еще не трансформировался, и поскольку он теряет кровь, он чувствует усталость. Он предлагает пойти в отель, который у них был по соседству, не зная, что это был отель для пар, которые хотят быть близкими, поэтому, узнав об этом, краснеют от стыда. Прота говорит ему, что она наверняка знала, что это за место, и что я должен был предупредить ее. Она смеется и спрашивает его, начинает ли он понимать, каково это, и объясняет, что, выпивая кровь, он знает, что она явно думает по вкусу.
Прата говорит ей, что она этого не знала, так как он видит в ней подругу, и что подобные мысли о подруге довольно редки. Вампирша говорит ему, чтобы он не беспокоился, и что, изменяя эмоции, она добавляет много новых вкусов в свою кровь, и что она хочет продолжать ее пробовать. После этого она уже думает, что они могут какое-то время показывать по телевизору извращенные видео, но поскольку канал платный, в конце концов они смотрят другие вещи. На следующую ночь вампирша и Прата смотрят, как люди переходят улицу, и видят, как пьяного рвет. Он думает, что если она сказала, что его кровь вкусная, то это потому, что он раньше пробовал ее на вкус у других людей, и он думает, что будет ревновать, если она это скажет. В этот момент она говорит о том, что она пила кровь пьяницы раньше, и он думает, что она буквально извращенка. Она улыбается и спрашивает его, не ревнует ли он ее за то, что она говорит о других людях, с которыми он был, и говорит, что были и женщины. Но дает ему понять, что в настоящее время он единственный, кого она использует в качестве еды, и объясняет ему, что она приводила людей так же, как и его. Она также говорит ему, что работала профессиональным баловнем, оказывая различные услуги, такие как сон в ее сопровождении или расслабляющий массаж. То есть буквально вампирша была компаньонкой или что-то в этом роде. Прата выбирает массаж, и вампирша начинает свою работу. Он не может перестать думать о грязных вещах, когда видит девушку в одежде медсестры. Делая массаж, он думает, что не только ревнует к другим людям, которых укусила Насума, но и хочет узнать о ней больше. Вампирша просит его на минутку встать и начинает рассказывать ему о расслабляющих точках давления. Как раз в последнем пункте она объясняет, что это на ее шее, поэтому она расслабляется, когда кусает его, и подходит, чтобы укусить его. За секунду до того, как вампирша его укусила, раздается звонок в дверь, и вампирша заглядывает в дверной глазок и видит, что это клиентка. Она объясняет Проте, что устала и что она не может потерять эту клиентку, поэтому ей придется побаловать себя его партнером. Он выходит и приветствует эту новую девушку, объясняя, почему Асуна сейчас не работает, говоря, что она явно отдыхает. Женщина просит массаж, и Прата готовит ей все, чтобы это произошло. Он идет спросить вампиршу, что ей делать, и явно видит, как она играет в видеоигры. Она рассказывает ему, кто ее клиентка и что она отказалась от своей жизни, занимаясь баловством, так что поскольку она зарабатывает довольно много денег, она отдаст половину, если будет работать. Прата все еще сомневается, так как он не знает, как делать массаж, но вампирша говорит ему просто сделать то же самое, что она делала раньше. И что в обмен на это одолжение она отдаст ему половину всей зарплаты и еще один поцелуй. После этого мы видим, что это явно произошло пару минут назад, и видим, что клиентка выходит из такси. Нам рассказывают, что она пошла выпить со своим боссом после работы и что ей не нравится эта рутина. Для нее единственное, что хорошо в этой работе, это возможность спокойно идти домой вечером пешком. Женщина вспоминает услуги расслабляющего массажа, которые дает Насума, и задается вопросом, будет ли он еще открыт, так что она собирается посмотреть. Здесь мы возвращаемся к настоящему, в котором девушка ждет, когда Прата сделает ей массаж, и думает, что она явно опаздывает. Прата входит в палату в костюме медсестры и спрашивает, не начать ли ему массаж, и она явно думает, что ведет себя очень странно. Через некоторое время мы видим, как Прата делает женщине массаж, думая, что он ничего не делает для того, чтобы добиться поцелуя вампирши. И женщина спрашивает его возраст, узнав, что ему 14. Она думает, что он слишком молод для работы и, возможно, у него очень сложные причины. Она спрашивает его, почему он работает, и он говорит ей, что это явно из-за денег. Это заставляет женщину подумать, что если у нее действительно есть сложная причина, так как у молодого человека есть потребность. Он объясняет, что работает, потому что хочет заниматься чем-то особенным в своей жизни, и что поскольку он не ходит в школу и не устает, он не спит по ночам. Поэтому он решил пойти куда-нибудь на ночь и нашел волнение и спокойствие, поэтому он не хочет больше терять это чувство. Женщина чувствует то же самое и говорит с Протой о том хорошем, что есть в городе при восходе луны. В этот момент их зовут Элла Сиракава. Женщина спрашивает его, почему он бросил ходить в школу, и он отвечает, что это потому, что ей стало очень скучно. Напрягая мышцы, рассказывает ей, что он был образцовым учеником, но в итоге устал от занятий. Она говорит ему, что ее работа не так уж плоха, и она веселится, но ей не нравится иметь дело с тем, что ее окружает, и она должна казаться счастливой, хотя и не хочет этого быть. В этот момент она расплакалась, так как больше не может справляться с нагрузкой на работе, внезапно останавливаясь из-за звонка. Она говорит, что это ее начальник, и что она должна вернуться в офис, иначе у нее возникнут проблемы. Но он возражает, видя, что она такая плохая, и видя, как это отражается на женщине, будучи ее боссом. Тем не менее, он не оставляет ее и говорит ей, что она проведет с ним остаток ночи.
ночи. Громким криком он зовет вампиршу, которая проходит сквозь стену, и просит ее не позволять женщине возвращаться на работу. Она игнорирует его и выбрасывает ее из окна. Так что женщина думает, что она умрет, но Прота бросается за ней, чтобы спасти ее. В этот момент вампирша хватает их обоих во время полета и осторожно опускает их на землю. Прота извиняется за такой грубый метод, который он использует, и говорит ей, что не хотел, чтобы она уходила вот так, поскольку она явно плакала. Он также говорит ей, что если что-то настолько плохое, чтобы заставить ее плакать, ему явно не следует этого делать. Она объясняет ему, что поскольку он еще ребенок, он этого не поймет, и говорит ему, что работа — это не то же самое, что школа. Она также говорит ему, что если начальник позвонит, он должен уйти, и что взрослый должен мириться с вещами, которые, к сожалению, часто бывают плохими. Он говорит ей, что хочет быть вампиром, и Назума тоже, и что поскольку они не люди, он не должен следовать правилам. Она смеется, потому что это что-то очень детское, и что она завидует такому образу мыслей Прота, и напоминает ему о том, как хорошо прошел вечер, и они смеются вместе. Женщина говорит ему, что он больше не может этого делать, потому что он взрослый, и что он должен пойти на работу по обязательствам. Прежде чем она уйдет, он обещает ей, что если она станет вампиром, он обратит и ее, чтобы она явно освободилась. Он также говорит ей, что теперь, когда она это знает, она сможет быть спокойнее, зная, что сможет перестать быть человеком, если ей это понадобится. Прошло некоторое время, когда вампирша и Прота остаются одни, она говорит ему, что если она знает, что означает то, что она только что сказала, а он не понимает, к чему она клонит. Что он имеет в виду, и она говорит ему, что он не уверен, станет ли он вампиром. Прота говорит ему, что если у него все получится, он должен полюбить женщину, чтобы сделать ее своим потомством, и это заставляет вампиршу сильно краснеть. На следующую ночь она просит его придумать что-нибудь очень забавное, так как именно она всегда думает обо всех планах. После множества предложений, которые ни к чему не привели, предлагает пойти в ночной бассейн, и она его убеждает. Оказавшись там, Прота видит, что это совсем не то, чего он ожидал и что имел в виду, и что все было намного взрослее, чем он себе представлял. Он также начинает думать, как будет выглядеть вампирша в купальнике, и думает, что это не будет сильно отличаться от того, во что она обычно одевается каждый день. Через несколько секунд она кажется одетой в пляжную одежду поверх купальника, что очень удивляет Прота. Она говорит ему, что пойдет выпить, и он начинает думать, что даже имея в такой эротической ситуации больше одежды, чем обычно, она должна одеваться нормально, а не как обычно. Как сейчас. Через несколько минут Прота видит, как пара парней пытается флиртовать с вампиршей, и она, чтобы разозлить Прота, подыгрывает парням. Увидев это, Прота очень ревнует и идет туда, где она, хватает ее за руку, и она говорит, что ее сопровождают, и уходят, они выходят из бассейна. Он зол, и она говорит ему, что он просто шутил, но Прота говорит ему, что чувствует себя очень плохо и что он ревновал от остальных парней. Она спрашивает его, не хочет ли он поплавать, и он говорит ей нет, но она хватает его за талию и начинает лететь, пока не достигнет школьный бассейн. Вот она ныряет в него и извиняется за то, что побеспокоила его, и он задается вопросом, что он чувствовал в течение дня, и она кусает его, чтобы он не упал. Знать. На следующий вечер Прота идет по улице и волнуется, потому что там много людей, и он боится, что кто-нибудь его узнает. Обернувшись, чтобы посмотреть, кто он или о ком идет речь, встречает Чикарагуа, которая рассказывает ему, что ушла с работы пораньше, и говорит, что она хочет поблагодарить его за то, что произошло прошлой ночью, поскольку с тех пор она чувствует себя спокойнее и приглашает его на прохладительный напиток. Как только они прощаются, Прота остается размышлять о том, почему он на самом деле помог этой женщине, пока это не прерывается дождем. Укрывшись в укрытии, ожидая, пока немного утихнет, вдалеке видит девушку, отвергающую мужчину, который, казалось, флиртовал с ним. И после этого молодая женщина поворачивается, чтобы поприветствовать его, и Прота отвечает на приветствие, и она подходит. Девушка рассказывает ему, что мужчина предлагал заплатить ей деньги, но она отказалась, так как хотела, чтобы с ним пофлиртовали. Прота спрашивает ее, почему она это сделала, и она отвечает ему, что это потому, что ей стало скучно, поэтому она притворяется, что встречается с мужчинами, которые ее забирают. Она рассказывает ему, что обычно поет в караоке или выпивает немного алкоголя, чтобы убить время, и тогда он спрашивает ее, почему она отвергла его, этот мужчина. На что она отвечает, что он не в ее вкусе и что она ни с кем не встречается. Он думает, что то, как молодая девушка наслаждается вечером, несколько опасно, и обращает внимание на одежду, в которой она одета. Она спрашивает его, на что он смотрит, называет его извращенцем и предлагает ему присмотреться получше. Он краснеет и спрашивает, делает ли это с любым мужчиной. Молодая женщина говорит, что она находит это забавным и вызывает у него любопытство, поэтому она крадет у него газировку и заставляет Прота следовать за ней. После небольшой прогулки Прота спрашивает, может ли он вернуть ей напиток, но она уже выпила его всю. Она говорит ему, что в последнее время все было не так весело, и
и что ей не с кем было поговорить об этом. Прота, поскольку он чувствовал то же самое, понимает ее и говорит ей, что понимает ее, а она, очень добрая зеленая, обнимает его и благодарит за поддержку. Просто чтобы показать нам, что она еще одна вампирша и собирается сильно укусить Проту за шею. В этот момент появляется Насуна, которая очень быстро подбегает и одним сильным ударом отрубает вампирше руку. Там Насуна спрашивает его, что он делает, пытаясь украсть чью-то добычу. Молодой человек поднимает свою отрубленную руку и восстанавливается, как будто он никогда не был отделен от своего тела. Пока он выздоравливает, он говорит ему, что ходят слухи, что он явно встречается с человеком, не ища потомства. И подобные вещи противоречат правилам вампиров, поэтому он должен размножаться должным образом или убить Прота. Молодая женщина снова пытается напасть на мальчика, но снова вмешивается Назуна и останавливает ее, нанося пару ударов. Но во время боя появляется третья вампирша, держащая Проту. Она улетает и убегает с ним на руках. Насика бьет светловолосую вампиршу и спрашивает, куда ее увезли. Затем мы видим, как эта третья вампирша с Протой в руках летит над городом. Как только они достигают пункта назначения, они приземляются на террасу, где их ждут еще 3 вампирши. Взрослая, молодая и одна, похожая на девочку. Когда прибывает Прота, он видит, что у них очень привлекательные лица, и женщина говорит ему, что он должен выбрать одну из них, чтобы превратить его в вампира. Так что, поскольку теперь он знает о существовании их расы, единственный способ, которым он этого не сделает, это выбрать одну из них. Убить значит превратиться в одного из них. За этим следует рыжеволосая женщина по имени Нико. Вампиршу с девичьей внешностью зовут Мидори, молодую черноволосую девушку зовут Хацука, а женщину, которая привела его туда, зовут Кабура. Она также рассказывает ему, что светловолосую молодую женщину, с которой она познакомилась ранее, звали Сери, и что это еще один вариант на выбор. Сбитый с толку Прота говорит ей, что он хочет только Назуну, факт, который очень удивляет женщин-вампиров. Через некоторое время каждая из них пытается привлечь внимание Прота, чтобы они обратили на них внимание. И по ходу разговора они начинают насмехаться друг над другом, пытаясь отвлечь их внимание. Ставить себя выше других, и что очевидно, что наш Прота зациклен на них, но он по-прежнему теряется в любви, которую испытывает к Насуне. После этого Прота говорит, что рыжая больше всего похожа на Насуну, что очень расстраивает вампиршу, так как она чувствует себя оскорбленной. И говорит ей, что не может сравнивать их, поскольку ее подруга не популярна, и ей объясняют, что она странная для вампиров, поскольку она не хочет, чтобы ее сравнивали с ней. Оставить потомство. После того, как битва в Асуне закончилась, он разговаривает с Сери, и та говорит ему, что не очень хорошо, что он встречается с кем-то, кого они не собираются трансформировать. Он говорит ему, что это что-то опасное для его вида, и что поэтому, если он этого не сделает, Прота должен умереть, и что ясно, что Прота должен умереть. Прота тоже в опасности. Насуна говорит ей, что если она захочет, это сделает ее отпрыск, и это удивляет молодую женщину. Вампирши все еще ищут способы привлечь внимание других промышленного. Девочка подходит к Проте, чтобы попытаться убедить его, а Прота в конечном итоге полностью отвергает ее. После этого все шокированы поведением мальчика, и он объясняет, что не понимает, как работает тот, кто кому-то нравится. Они говорят ему, что если он не выберет кого-то из них, чтобы им стать, им автоматически придется его убить, так как он слишком много видел. С их точки зрения, они дают ему шанс остаться в живых, так что, очевидно, ни одна из вампирш его не убьет, будучи потомком одной из них, поскольку они не хотят его убивать. Он говорит им, что хочет стать вампиром, и что он хочет влюбиться в Назуну, не более того. Как раз в то время, когда Прота решает это, его подруга приземляется на террасе в самый нужный момент, чтобы его послушать. Остальные девушки видят, как она внезапно замолкает, и когда одна из них идет посмотреть, что происходит, она видит, что у нее красное от смущения лицо. Когда его одолевает робость, он говорит Проте, что они уходят, но Нико не позволяет ему этого, пока она не расскажет ему, как так получилось, что он явно влюбится в него. Остальные девушки говорят ему, что у него должно быть есть план, поскольку он никогда ни с кем не встречался, даже с ней, и у него никогда не было потомства. И Кабура спрашивает его, что особенного в этом парне для нее, и говорит ему, что умирает от любопытства попробовать его на вкус. Насуна хватает его за руку и отрывает ее, угрожая убить ее, и Николас прерывает, чтобы остановить спор. Она объясняет ему, что он должен понимать, что они чувствуют себя сбитыми с толку, поскольку она никогда не вела себя таким образом. Она спрашивает его, чем этот мальчик отличается от остальных, и Насуна снова угрожает, чтобы они не приближались к Проте. Этот говорит им, что для Насуны ее кровь вкусна,
и что после встречи с ней он хотел стать вампиром, и поэтому у них обоих есть соглашение. Они по-прежнему не доверяют Насуне, но Прата утверждает, что Насуна дал ему свободу влюбиться в нее сам. После этого они дают ему шанс, что именно Асуна обратит его, но если это займет слишком много времени, они передумают и им придется пойти и убить его. Прата говорит, что ему все равно, сколько ему лет должно пройти, что он будет стремиться влюбиться, и что, очевидно, это очень насторожит девушек-вампиры. Они говорят ему, что крайний срок для превращения не более года, и что если они этого не сделают, то за это время она никогда не сможет превратиться. Прата смотрит на свою подругу с открытым ртом, и она робко признается ему, что забыла рассказать ему об этой детали. После встречи женщин-вампиров Прата и ее подруга решают уйти, но сначала она выплатит ему причитающуюся сумму. В этот момент она напоминает ему, что еще не выплатила ему вознаграждение за услуги массажа и целует его на глазах у всех. Прата полностью краснеет и улетает. Во время полета Прата думает, что в ту ночь он мог буквально умереть. Вампирша спрашивает его, в порядке ли он, и он спрашивает, действительно ли она такая странная, даже для остальных вампиров. Она не понимает, что он имеет в виду, но Прата говорит ему, что он рад, что он встретил именно ее, и это делает его очень счастливым. На следующую ночь Прата встречается с Акирой и рассказывает ему, что теперь у него есть запас времени, чтобы влюбиться примерно на год. Его подруга спрашивает его, все ли в порядке, так как если он не обратится, его убьют за то, что он слишком много знает о вампирах, представляя угрозу. Прата понимает, что если он не трансформируется, он умрет, и очень нервничает. Она говорит ему, что поможет, дав ему совет влюбиться в Насуну, чтобы его явно не убили. Потому что она скорее предпочла бы, чтобы он был со своей подругой-вампиром, чем буквально мертвым. Через некоторое время Прата начинает думать, что у него действительно проблемы. Как только взошло солнце, Акира идет в школу, думая о том, что Прата такой хороший ученик, но не интересуется уроками. На лестнице он натыкается на лежащего на земле мальчика по имени Маю. Он извиняется, так как он не ожидал, что кто-нибудь пройдет мимо, и что ясно видно, что он спал. Она спрашивает его, почему он так устал, и он сказал ей, что веселился всю ночь. Акира удивлен, так как этот парень также слыл хорошим учеником, и он говорит ей, что это из-за кого-то, кто ему нравится. Меняя тему, спрашивает его, знает ли он что-нибудь о Проте, так как в последнее время он не ходил на занятия, он даже не появляется в школе. Она говорит ему, что не ходила, и он говорит ей, что хотел бы снова пойти туда втроем. Девушка спрашивает его, встречались ли они когда-нибудь втроем, и он говорит ей, что со своей стороны считал их друзьями. Она говорит ему, что у него слишком много друзей, и он всегда окружен людьми, поэтому у него не так много воспоминаний о них вместе, правда. По дороге в школу его спрашивают, почему Прата так часто пропускает занятия, и он спрашивает, случайно ли с ним что-то случилось или все в порядке. И спрашивает, не случилось ли с ним чего-нибудь случайно. Он говорит, что тоже собирается с вами связаться. После этого мы видим воспоминания о том, как Прата и Акира наблюдали за муравьями, и на этот раз появляется Махиро, приглашающий их присоединиться, чтобы поиграть с остальными. Очевидно, все они превратились в детей, поскольку это воспоминания об их прошлом. По окончании уроков мы видим, как мальчик разговаривает с одноклассником о том, что он не сможет присутствовать на встрече, так как у него есть то, чего он не может пропустить. А также понимает, что он абсолютно не мог уснуть ничего. С наступлением темноты Эль Прата встречает Серии и, вспоминая, что произошло накануне, пытается избегать ее, делая вид, что не знает ее. Он быстро пытается убежать, но она хватает его и успокаивает, говоря, что не собирается пытаться убить его сегодня. Некоторое время спустя она спрашивает его, как все прошло после встречи остальных вампиров. Прата рассказывает ей, что не совсем понимает, что ей следует делать, чтобы влюбиться в Насуму, и молодая женщина приходит в восторг, увидев, насколько буквально невинен Прата. Это говорит ему, что у нее есть план, и что если она будет следовать ему шаг за шагом, у нее все получится. Позже мы увидим, как Прата приглашает Назуну на свидание. Она, видя, что ситуация очень странная, говорит ему нет. Войдя в ее дом и увидев, что она играет в видеоигры, выключает консоль и снова просит ее о свидании. В конце концов она соглашается, но буквально без желания. Все начинается с того, что они следуют в кино и с отвратительной вампиршей из фильма, который является романтической комедией. Как только они выходят из кинотеатра, Прата просматривает ее список шагов, которые необходимо предпринять, и предлагает ей что-нибудь выпить. Вампирша быстро понимает, что кто-то вложил эти идеи ей в голову и крадет список. Увидев все пункты в списке серии, встает, говорит Проте, что это очень скучные вещи, и уходит. Или, по крайней мере, это то, что он дает понять Проте, потому что он хочет уйти. Через некоторое время мы видим, как
Прота лежит в постели, очень разочарованный тем, что потерпел неудачу на своем первом свидании. Вампирша продолжает играть в видеоигры, пока ее желудок не начинает урчать от голода. Посмотри на список, который был у Прота, и реши вернуться к нему, как поступила бы любая самоотверженная женщина из нас, мужчин. Но мы продолжаем аниме. Однажды вместе мы предлагаем ему выполнить последний пункт списка, который заключался в том, чтобы пойти куда-нибудь поужинать. После этого он начинает летать по небу над городом, и она спрашивает его, что именно является свиданием и является ли то, что вы сейчас делаете, свиданием. Что если это именно то, что у вас всегда есть, или ясно, что они всегда делают, и что ей нравится, что так оно и есть. Прошло много времени, мы видим, что Прота потерял из виду вампиршу, и мы обнаруживаем, что он гуляет по городу в полном одиночестве, так как мы не знаем, где Асуна. Так что, идя по улице, он сталкивается с Мао и его друзьями, и Прота думает, что мальчик случайно прошел мимо, продолжает свой путь. Но в этот момент молодой человек привлекает внимание Проты, чтобы узнать, действительно ли он, и начинает говорить. Они рассказывают, что давно не встречались и не разговаривали, и Махиру говорит ему, что не забудет этого, так как они были друзьями. Прота начинает задумываться, с какой точки зрения люди дружат или нет, и уверяет, что Акира и Махира действительно были друзьями, когда были маленькими, но пока они были детьми. Махиру говорит ему, что он не собирается забывать об этом, поскольку они были друзьями. Что Акира из-за того, что она была женщиной, Прота не очень хорошо знал, как с ней взаимодействовать. С молодым человеком все было проще. Подумай о том, каким идеальным был его друг, и он рад, что кто-то такой разделяет с ним эту дружбу. И после того, как вы похвалите друг друга, появляется Акира. Мальчик предлагает ей пойти в дом уже потому, что уже поздно, но молодая женщина говорит, что буквально только что проснулась. Прота шутит, что ее цикл сна полностью вышел из-под контроля, и девушка говорит ему, что Прота явно занимается тем же делом. Акира рассказывает Майра, что Прота встречается по ночам с девушкой и не учится. Мальчик спрашивает его, что он обычно с ней делает, и действительно ли ему весело, на что Прота отвечает, что да. Разговор прерывается, так как у Махира звонит телефон, и в этот момент он должен немедленно уйти. Он благодарит Прота за поддержку и автоматически уходит. Акира говорит, что еще немного поспит, и спрашивает Прота, пойдет ли он с Асуной, на что Прота автоматически отвечает утвердительно. Вампирша идет по улице в поисках Прота, пока на другой стороне улицы не видит Махиры, идущего с таинственной девушкой. Приходит Прота и привлекает ее внимание, она хватает его за руку и говорит ему, что если он уйдет, он немедленно исчезнет, так что они были схвачены. Мы видим, что Сери просматривает сообщения, которые приходят на ее телефон, в стрессе из-за навязчивой идеи, которую ее собеседник имел поговорить с ней. Он рассказывает нам, что она планировала сделать его одним из своих отпрысков, но ему это явно больше не нравится. В этот момент она пересекается с Протой, и та прыгает на нее сверху, но Натуна сильно ее пинает. И Прота, и молодая женщина поражены, и Натуна говорит ему, что сделала это, чтобы защитить его на всякий случай. Она говорит, что на самом деле ее беспокоит лицо девушки, и что ее нога двигалась сама по себе. Девушка говорит ему, что все в порядке, потому что вампиры крутые, и в этот момент Керри наносит ей удар в спину. Эти двое начинают ссориться, как маленькие девочки, в то время как Прота заботится о здоровье обеих. Молодая женщина говорит ему, что не собирается причинять вреда Проте, а Насуна говорит ему, что поскольку она уже пыталась это сделать раньше, у нее возникла совершенно неправильная идея. Натуна спрашивает его, почему он обращается к Проте, если вампир не может дружить с человеком, и говорит ему, что она просто хотела их расстроить немного. После этого она уходит, продолжая получать сообщения на свой телефон, но Прота следует за ней и говорит ей, чтобы она выглядела так, как будто хочет скажи ему что-нибудь. Он также говорит ей, что вспомнил, что рассказывал ей о вещах, которые в последнее время были несмешными, и она говорит, что придумала это, чтобы сблизиться с ним. Он до конца ей не верит, так как думает, что есть что-то секретное, чего он ей не говорит. И это заставляет молодую женщину отреагировать, поскольку Прота говорит, что даже у вампиров могут быть проблемы. Она предлагает ему пойти спеть в караоке, и он соглашается, но Назуна не хочет идти, так что они явно заканчивают тем, что идут одни. Оказавшись там, вампирша говорит ему, что она очень популярна, и в последнее время ей неприятно общаться со своими поклонниками. После этого она уже предлагает ему спеть, и он соглашается, но вы не знаете модных песен, поэтому он явно ставит старую песню. Она насмехается над тем, что песня очень старая и написана буквально до того, как родился Прота, но он говорит ей, что это та самая песня, которую он написал. Музыка, которая ему нравится. В этот момент какой-то силуэт начинает стучать в дверь, и это пугает Прота, и она говорит ему, что он ее фанат или что-то в этом роде. Он не знает, что делать, и нервничает, не войдет ли она, но девушка говорит ему, что он просто ищет внимания. Поэтому она приветствует его, и он отвечает «нет».
Поклонник автоматически уходит. Прота спрашивает его, не было ли у него таких проблем в последнее время, и что он сделает все возможное, чтобы помочь ему и исправить это. На что она говорит ему, что они очень раздражают, и он просто убивает их уже. Он говорит ей, что это слишком много, а она отвечает ему, что его правила не распространяются на вампиров. Он говорит ей, что не запрещает ей убивать кого-либо, если это необходимо, но что мальчик невиновен и не заслуживает смерти. Администратор входит в комнату, спрашивая, ссорились ли они из-за него, и она набрасывается на него, чтобы убить его. Но Прота отталкивает его, просит его выбежать, и они убегают вместе, пока не дойдут до переулка, где начинают говорить о вампирше. Поклонник спрашивает его, что такое пара серии, и Прота отвечает на его вопрос, так что мальчик начинает сомневаться и начинает испытывать неуверенность. Прота говорит ему, что поможет ему побороть романтические чувства, которые парень испытывает к вампирше, а этот представился именем Акун и буквально рассказывает нам свою историю. Он был молодым человеком, который шел по улице, споткнулся и потерял очки. Именно тогда появилась вампирша, и после того, как он помог ему, они стали друзьями. Они пошли выпить, и он рассказал ей о своих чувствах. Тогда Прота спрашивает его, что он чувствует к вампирше, и он говорит ей, что он не ее парень и не ее ближайший друг. И наверняка она подошла к нему из жалости или что-то в этом роде. Он также говорит ей, что ему все равно, какое место она занимает в его сердце, что он просто хочет видеть ее. И очевидно, из-за того, что они не вместе, все становится скучнее, и он понял, что у него навязчивая идея с девушкой, которую он не может контролировать. В этот момент появляется молодая женщина и показывает поклоннику, что она вампир, а он не понимает, о чем она говорит. Она говорит ему, что это не имеет значения, так как она собирается его убить, а Прота говорит ему, что она ему этого не позволит. И именно тогда она набрасывается на него, с неба падают на одну, сокрушая другую вампиршу и насмехаясь над тем, действительно ли она думала, что оставит Прота в полном одиночестве. Аку просит тебя, пожалуйста, отпустить ее, так как они явно друзья. Вампирша говорит ему, что никогда не хотела его обращать, что у них были такие отношения, как у Прота и Суны, простая дружба, и что они время от времени встречались и ничего больше. Она просит его, что ей надоела романтика во всех их отношениях, и что она просто хотела с кем-то поговорить, не заходя слишком далеко. Больше ничего. Но он не знал, как общаться со своим другом, поэтому она решила убить его, не зная, что еще делать. После этого она спрашивает Асуну, может ли она отпустить ее, и что она явно ничего не собирается делать, и Прота дает ей разрешение. Молодой человек говорит своему поклоннику больше не собираться и вести себя так, как будто ничего из этого не произошло. Прота говорит ему, что если вы друзья, вам следует говорить как есть, и она рассказывает ему все о том, как действуют правила вампиров. Она со слезами на глазах прощается, так как вампир не может дружить с человеком, но расплакалась, так как не хочет его покидать. Молодая женщина говорит ему, что ей очень весело с ним, и поклонник признался ей, что со временем он влюбился в нее и не хочет расставаться. Никогда больше не быть вдали от нее. Поэтому она предлагает ему стать ее потомком, и она предупреждает его обо всем, что это влечет за собой, но он автоматически соглашается. Прота видит в этом отражение двоих, поскольку они получили то, что он явно искал, и Насума раздражает его насмешками. В конце концов, Сери предлагает всем снова пойти в караоке, чтобы отпраздновать своего нового отпрыска, и Прота думает, что это очень весело. На следующий вечер мы видим, как Мидори работает в кофейне Мэйд и получает сообщение, что работающая женщина не сможет присутствовать. Из-за нехватки персонала она начинает думать, кого бы она могла попросить об этой услуге, так что подумай о ком-нибудь, кто не лишит ее популярности. Как раз в этот момент они пересекаются с Асуной и Протой, и девушка быстро приходит в восторг, увидев ее, и говорит, что она идеально подходит для этой работы. После этого мы видим, что в конце концов он убеждает ее работать там, и мы видим Асуну, буквально одетую как горничная, что для Эль Проты довольно забавно. Она спрашивает Проту, чем он будет заниматься в это время, и Мидори говорит ей пригласить ее на что-нибудь выпить, не забывая, что он пригласил ее на ужин. Ранее он отказывался. Она говорит ему, чтобы он зашел в заведение на несколько минут, и когда они это сделают, его встречают как настоящий мат, приветствуя его. Назуна ведет себя как обычно, что очень раздражает вампиршу, что побуждает ее сделать все правильно за приличную сумму денег. После этого она показывает им, как она должна обслуживать и вести себя хорошо со всеми клиентами. И явно используя свои чары, она добивается этого. В этот момент входит другая девушка, которая подает Проте тропический напиток и льстит ему, заставляя Прота покраснеть. Она спрашивает его, впервые ли он там, и представляется, говоря нам, что ее настоящее имя Ариса, и рассказывает нам о своих вкусах.
Она также говорит нам, что в свободное время она посещает другое кафе Мейт и любит разговаривать со своими любимыми служанками. Он рассказывает ей, что прибыл в заведение Мидори и Арисы. Они рассказывают ему в тот момент, что для всех она сделала ее идеальной, так как она была лучшей сразу по прибытии. Она также рассказывает ему, что она сама была номером один до приезда Мидори. После окончания рабочей смены Мидори, Асуна и Прата автоматически расслабляются, а младшие девочки просматривают сети и почту. В этот момент они видят, что начали загружать пикантные фотографии Арисы и решают провести расследование, чтобы поймать виновного в этом. На следующую ночь приходит молодая женщина и видит, как Прата смотрит на ее фотографии краснее, потому что они ей явно нравятся. Она говорит ему, что ему нужно быть более осторожным, чтобы у нее не было таких фотографий. Прата начинает анализировать комнату, где были сделаны фотографии, и приходит к выводу, что они были сделаны из окна. Выглянув, он видит, что это явно сложнее, так как есть только один балкон, а остальные расположены слишком высоко, чтобы кто-то мог туда добраться. Девушка говорит ему, что ему нужно переодеться, чтобы приступить к работе, и Прата выходит из комнаты, встречая Асуну. Она говорит ему, что не видела никаких подозрительных клиентов, и они смотрят на запертую дверь, ведущую на балкон, чтобы проверить, не мог ли кто-нибудь войти снаружи. Они выходят в переулок и видят, что если бы я не был вампиром, никто бы не смог. С прыжком на Зуны они поднимаются наверх и начинают выяснять, действительно ли эта фотография была сделана оттуда или нет. Они приходят к выводу, что никто не может попасть на балкон, потому что единственная дверь, которая может вести туда, закрыта. Тогда Насуна думает, что это могла быть Мидори, будучи другим вампиром и обладая этими способностями, но Прата говорит ей нет, и предупредив Арису, что они проводят расследование. Сделай пару снимков с внешней стороны окна. Наконец-то подтверди, что угол, с которого были сделаны снимки, именно такой и является правильным. Но после того, как вампирша стала мишенью для испытаний и увидела, что фотографии получаются не так хорошо, в Проута упала очень важная деталь. Как только работа будет закончена, все собираются в комнате отдыха, а Мидори вместе с Проута прячутся в шкафчике. Ариса входит в комнату, а Назуна притворяется, что она последняя, кто остался, поскольку она явно уходит. Тем временем Прата говорит Мидори, что фотографии были сделаны после того, как работа была закончена, и что они получились слишком хорошими. Поэтому было очень странно, что они были сделаны тайком. В этот момент они слышат, как открывается окно, и выходят из кассы. После этого они ловят Арису с поличным, делающую селфи, и спрашивают ее, почему она так фотографировалась. Мидори отвечает, что Ариса была самой популярной до того, как ей показалось, а теперь, когда она стала номером 2, она придумала кого-то, кто снова сделает ее популярной. Молодая женщина после этой ситуации думает уйти в отставку, но Мидори успокаивает ее, говоря, что то, что она сделала, не так уж и странно, и что она сделала, не так уж и плохо, что он никому не причинил вреда. Как и она, есть много людей, которые делают то же самое. Даже другие девушки работают в этом помещении, и она сама. Наконец, делает ей комплимент, потому что фотографии были буквально такими хорошими. Через некоторое время Прата сообщает нам, что поскольку оплата была очень хорошей, Назуна решила продолжить работу в этом заведении. И в этот момент появляется Ариса, которая рассказывает нам, что в свой выходной она пришла навестить свою любимую горничную, которая смотрит на Мидори и после этого говорит Проте, что если он захочет сфотографироваться с ней, и она согласится. Пару дней спустя Прата идет в дом Насуны, где она показывает ему всю новую мебель, которую она купила на деньги, заработанные на работе горничной. Она говорит ему, что потратила эти деньги на улучшение качества услуг по уходу за телом, и что теперь она буквально собирается приобрести новую клиенты. Эль Прата начинает ходить по улице в поисках кого-то, кто, кажется, устал с ним разговаривать, пока не встречает кого-то очень странного. Это женщина. Девушка стоит на мосту и курит сигарету, и он думает, что она выглядит ужасно уставшей. Женщина спрашивает его, не хочет ли он чего-нибудь, и он говорит ей, что она выглядит измученной и не хочет ли немного поболтать, и она говорит ему да. Как только они приходят в бар, он говорит ей, что не пытался флиртовать или что-то в этом роде. Не поймите меня неправильно. Он рассказывает ей, что ищет клиентов для бизнеса по уходу за лицом, и что он искал людей, лишенных сна. Она неправильно его понимает, и он объясняет, что в этом нет ничего неприличного и что тот, кто оказывает услуги, его начальник. Она спрашивает его, не поможет ли это, и говорит ему, что несовершеннолетним запрещено работать по ночам и что они могут буквально попасть в беду. Она шутит, что если она сообщит о бизнесе властям, они могут его закрыть. Так что Прата очень-очень нервничает. Женщина рекомендует ему быть более осторожным в следующий раз и что она не заинтересована ни в чем сообщать. Она также говорит ему, что для тех же целей им придется искать другую, так как она спит одна, и он говорит ей, что они тоже делают массаж. Девушка говорит ему, что это ее интересует и что от работы у нее очень уставшие ноги. Проте интересно узнать, чем она занимается, и она говорит ему, что она детектив,
а Прата очень взволнован и говорит, что расследует измены и пропавшие люди. Женщина спрашивает его, обычно ли он всегда уходит так поздно, и знает ли он какого-нибудь толокуна, и это очень удивляет Прата. Детектив понимает, что если она его узнает, она быстро схватит его, пристально глядя ему в глаза. Он отрицает это на то, что она говорит ему, что если он узнает что-нибудь по этому поводу, пусть она четко предупредит его, он встанет, оплатит счет и уйдет. Как только Насуна вернется, она в гневе скажет ему, что потому что он был с женщиной и не привел ее домой, так что ясно, что она была с ним. Он падает. Он, чтобы подбодрить ее, говорит ей, что принес пиво, и она говорит ему, что очень его любит. В то время как с другой стороны мы видим детектива, который выглядит довольным, так как с помощью Прата она поймала больше, чем я ожидал. На следующий вечер Прата встречается с Мао и, кстати, с Акирой, чтобы провести некоторое время вместе, и Мао отвозит его в школу. Акира и удивленный Прата спрашивают его, почему они там, и он говорит, что хочет повеселиться, попробовав легенду о 7 школьных тайнах. Это были бы страшные истории о привидениях, связанные с японской школой, которые буквально являются мифом в культуре. Проверив все это без каких-либо проблем и повеселившись вместе долгое время, Майру решает проверить последнюю историю, прежде чем уйти. В этой истории рассказывалось, что некоторое время назад пропал учитель из этой школы и что они иногда появлялись в классе по ночам. И Кира и Прата не придают этому значения и почти не реагируют, поэтому они решают пойти и проверить, правдива ли эта легенда. И думая, что ничего не произойдет, они широко открывают дверь в один из классов. К его удивлению приходит человек, стоящий в центре. После нескольких секунд молчания мужчина оборачивается, спрашивая, почему в этот час здесь студенты. Он рассказывает, что долго терпел и что это был его последний день, так как он больше не мог сопротивляться, но они только что появились. Так что мужчина набрасывается на Акиру, пытаясь съесть ее, и Мао пытается остановить его. Избавь его от этого. Прата полностью парализован, думая о том, был ли Господь также вампиром или чем-то подобным, поскольку это ощущение кажется ему довольно знакомым. Этот человек, казалось, не мог контролировать свое собственное тело, так как он сожалел, говоря, что не хотел, чтобы это произошло таким образом. В этот момент Прата хватает стул и сильно бьет вампира на несколько секунд, лишая его сознания. Он не понимает, почему этот вампир выглядит иначе, и ему явно больно. Вампир изо всех сил пытается не вставать, умоляет его убежать. Атмосфера внезапно нарушается шагами детектива, которая медленно приближалась из глубины коридора. Она здоровается с Проту и спрашивает его, что он делает в школе в этот час вечером. Вампир начинает страдать и кричит, что ему нужна кровь, и он больше не может этого выносить. А детектив, показывая ему шею, предлагает себя в качестве еды, так что вампир прыгает на нее, и она обнимает его. Он кусает его и начинает пить его кровь, но замечает ужасный привкус, и это вызывает у него огромное отвращение. Она рассказывает ему, что после его исчезновения она исследовала его и пришла к теории, что он мог трансформироваться, и что теперь она подтверждает это. Она также говорит, что, учитывая состояние, в котором находится этот человек, самое верное, что за 10 лет он не поел должным образом. Майю рассказывает ему о том, что он напал на Киру, а женщина говорит ему, что он наверняка сдерживал себя 10 долгих лет. И как раз в тот день, когда они появились, он не ел как следует. Он мог больше контролировать себя. Прата спрашивает, почему он тогда не пил кровь, и детектив рассказывает ему о том, почему кто-то хотел стать вампиром. Мужчина рассказывает, что его обманули и что он не хотел пить человеческую кровь, потому что это было что-то страшное, и женщина в этот момент роняет на руку вампира леденец. Серебряное кольцо, и вампир начинает реагировать жертвой страха. Она говорит ему не отпускать его и помнить человека, которым он когда-то был. В этот момент восходит солнце, превращая вампира в пепел. Женщина рассказывает, что вампиры, если они не будут пить кровь в течение 10 лет, автоматически умрут, и раскрывает ему свое имя, которое Анка. Она рассказывает, что из-за ее работы иногда исчезновения связаны с вампирами, и она должна знать, как с ними бороться. Он говорит ей, что если он собирается умереть в одиночестве, ему не следовало бы его убивать, и она злится и отвечает ему, что не собирается позволять ему умереть как вампиру. Монстр. Она также рассказывает ему, что практически ничего не знает о вампирах и что буквально существует множество разных. Некоторое время спустя мы видим, как Прата возвращается домой, думая, что детектив была права и что она на самом деле ничего не знает о вампирах. В следующей сцене мы видим, как Прата лежит в постели, размышляя обо всем, что у нее было с вампирами, и мы также видим, как Майра допрашивают полицейские. Детектив, но этот понятие не имеет, что происходит в данный момент. Прата очень сбит с толку, и поскольку она всегда была с вампирами, если они были хорошими людьми, и она решает увидеться с Насуной. Когда она приходит, она спрашивает его, может ли она выпить его кровь, так как она была очень голодна и вот-вот сойдет с ума. Это замечание пугает Прата, которая отталкивает вампиршу, вспомнив, что произошло.
Некоторое время спустя она рассказывает ему о том, что пережила прошлой ночью, и спрашивает, станет ли она когда-нибудь такой. Вампирша успокаивает его, говоря, что она ни при чем, и предлагает прогуляться. Она также рассказывает ему, что вампиры умирают, если не будут пить кровь в течение 10 лет, и иногда слышала, что есть те, кто отказывается пить ее до смерти. Насуна спрашивает его о женщине-детективе, и он говорит ей, что не любит вампиров, и что он также знает, что хочет им стать. Вампирша спрашивает его, не откажется ли он тогда от трансформации, и Прота говорит ему, что еще не знает, но не планирует отказываться. Он также говорит ей, что обеспокоен, поскольку детектив знает, как убивать вампиров, чему удивляется Насуна. Успокоившись, Прота просит ее укусить его сейчас, и она соглашается укусить его, пока он думает о страхе, что явно неплохо. У Проты звонит мобильный, и мы явно переходим к сцене, в которой он вместе с Махиру дарит букет цветов какому-то, кажется, местному торговцу наркотиками. Взрослые. Прота смотрит на огромную грудь женщины, и когда она это замечает, она смеется, и он извиняется. На обратном пути с Махиро она называет его извращенцем и говорит ему, что с женщинами нужно быть немного более скрытным. После этого мальчик спрашивает Прота, почему он хочет стать вампиром, и после обсуждения того, было ли то, что прошлой ночью, конкретным случаем или нет. Он спрашивает ее, что она хочет делать, когда преобразится. Это заставляет Эль Прота задуматься о том, была ли свобода тем, чего он хотел, и он начинает вертеться туда-сюда прямо сейчас. Он действительно свободен, так как он гуляет по ночам, веселится и прекрасно проводит время, и все это без того, чтобы быть буквально вампиром. Майра хватает его за плечи и рассказывает ему, что Араши трансформируется, что было бы либо обманывать людей и пить их кровь, либо не пить ее и сойти с ума. После этого он просит его действительно хорошенько подумать, что значит стать вампиром. Снова вместе с Асуной Эль Прота крепко обнимает ее, прося рассказать ему, что он чувствует прямо сейчас. Во время смены сцены мы видим, что они решили пойти в дом Дель Прота, и он рассказывает нам, что его родители разведены, а его мать, должно быть, работает. Поэтому там никого нет в доме в это время ночи. Назуна взволнована тем, что находится в комнате Праты, и отпускает пару пикантных шуток. После этого она спрашивает его, пересмотрел ли он в конце концов свое превращение или нет, так как я вижу, что он немного не уверен. Он объясняет, что понял, что хотел стать вампиром, чтобы быть свободным ночью, но с тех пор, как они собрались вместе, он чувствует себя так, не трансформировавшись. Он также рассказывает ей, что начал понимать, что это не все развлечение и что есть и проблемы. Она высказывает ему свое мнение и говорит, что вечер кажется ему таким веселым, потому что это что-то необычное, и что как только он привыкнет к нему и ночь станет для него обычным делом, он будет счастлив. Она потеряет часть своего обаяния, напомнит ему, что быть вампиром скучно, и извинится за то, что солгала ему. Он спрашивает ее, почему она просто хотела показать ему забавные вещи, и она говорит ему, что это потому, что это то, что делало его счастливым. После этого она прощается, и Прота пытается поймать ее раньше, спотыкаясь и создавая довольно романтическую ситуацию. Она медленно приближается к его рту, но в итоге шепчет ему на ухо, думала ли она, что собирается его поцеловать, после чего облизывает его шею и уходит. Прота решает поговорить с детективом, чтобы расспросить ее кое о чем о вампирах и почему она их так ненавидит. Прота спрашивает женщину, что она знает о нем, и она рассказывает ей абсолютно все подробности о своей жизни. Это удивляет и шокирует Проту, поскольку он видит, насколько хороша женщина-детектив для этой работы. Он спрашивает ее, почему она против того, чтобы он стал вампиром, и она говорит ему, что с человеческой точки зрения вампиры – это очень плохо. Он также говорит ей, что проблемы между людьми неизбежны, но вампир не имеет права их вызывать. Рассказав ей о проблеме питья человеческой крови, дает ей понять, что если он еще не влюбился, несмотря на то, что был с ней очень близок, возможно, он никогда не превратится, так как что в нем, возможно, нет никаких романтических побуждений. Он, наконец, начинает сходить с ума и насмехаться над тем, что человеческое существо, которое, возможно, не трансформируется, вампиры убьют его и Асуну. Он говорит, что не хочет этого, и она заставляет его выбирать между жизнью человека или обращением и тем, чтобы она убила его сама. Прота говорит ему, что если он решит стать человеком, вампиры буквально убьют его, но детектив говорит ему, что она убьет их раньше. Это действительно пугает Проту, поскольку из того, что он пережил, он не верит, что вампиры злые люди и что они думают о благополучии из людей. Поэтому я не могу согласиться с образом мышления детектива. Увидев это, женщина звонит в полицию и сообщает, что ночью какой-то молодой человек создает проблемы, и если они могут попытаться с ним разобраться. Это заставляет Прота бежать домой, чтобы его не поймали, и издалека женщина прощается. Прота во время бега думает, что не смог получить никакой информации о том, как он убивает вампиров или почему его кровь имеет неприятный вкус. Полиция прибывает в район, близкий к тому, где находится он, поэтому он решает спрятаться в парке, пока опасность не минует.
В этот момент появляется Хацука, одна из вампиров, которых он встретил некоторое время назад. Это приводит его в свой дом, где у него есть несколько человек, которые являются его поклонниками, и после минутного раздражения просит их удалиться. Она просит его подождать, пока она примет душ, и он начинает думать обо всех людях, которые, возможно, являются его потомками или кандидатами. Он также понимает, что мужчин столько же, сколько и женщин, и воображает, что это то, что может случиться. Хацука просит его, пожалуйста, принести ему полотенце, и тут нам открывается, что на самом деле все это время он был мальчиком. С другой стороны, Насуна идет в то место, где обычно собираются вампирши, чтобы сказать, что Прота, скорее всего, не трансформируется. И в равной степени Насуна идет туда, где обычно собираются вампиры. Он хочет, чтобы ему дали добро, даже если он не трансформируется, и Нико ясно говорит ему, что это не было частью сделки. Назуна извиняется, и женщина одним ударом разбивает стол, разозлившись на нее, и дает понять, что видно, что она пришла готовой к драке. Она также говорит ему, что вампирам запрещается убивать друг друга, поэтому самый быстрый способ решить эту проблему – убить Прота, и готово. И на этом все проблемы закончатся. Но услышав это, Асума приходит в ярость и угрожает убить ее, если она посмеет приблизиться. Меняя место действия, мы возвращаемся к Проте и Хацуке, которые узнают, что он больше не уверен, хочет ли он стать вампиром. Он рассказывает ей о том, что случилось с детективом и как он убил одного из представителей ее вида. Он также рассказал ему о вкусе ее крови и о предмете, который она ему дала. Хацука понимает, что даже вампиры мало что знают о своей расе, и говорит ему, что не верит, что Назуна что-то скрывает от него. Этот говорит ей, что она принимает женскую внешность, так как так легче привлекать людей. И спрашивает, может ли она попробовать его кровь, но он отказывается. В этот момент вампир приходит к нему с сообщением с настольной фотографией, которая сломала Нико, и сообщает ему, что у Асуны могут быть проблемы, поэтому, чтобы спасти ее, он снова предлагает ей стать его потомком, поскольку он сможет спасти ее, но он говорит ей нет и утверждает, что станет вампиром, но будет потомком Насуны. И после небольшого разговора о том, что он действительно хочет быть с ней, чтобы им не было скучно, Прота прощается и автоматически уходит. Он бежит по улице, пока не доберется до места сбора вампиров, и видит, что все перевернуто с ног на голову. Однажды там ему говорят, что он опаздывает и что Назуна уже ушла, и он буквально рад, что с ней все в порядке. Она говорит ему, что не будет разговаривать с ним в течение одного сезона, и чтобы он не терял времени даром, на что, услышав это, он злится и кричит на нее, что он тоже пойдет с ней. По дороге за ней он сталкивается с полицией, которая пытается его остановить, но ему автоматически удается сбежать. Направляясь к дому вампирши, он думает обо всех хороших временах, которые он пережил, и обо всем, чему она его научила. Мы меняемся местами и видим, что Насуна довольно грустна, думая о том, что он солгал Проту, и не знает, как повеселиться вечером без него, так что будь осторожен. Он останавливается перед торговым автоматом и покупает банку пива. Вампирша кладет пару монет в автомат и нажимает на кнопки, чтобы выбрать напиток. Как раз в тот момент, когда она нажимает последнюю кнопку рядом с ней, появляется Прота, как и она в начале всего этого аниме. Он говорит ей, что искал ее, и видит, что она очень покраснела, и спрашивает, все ли с ней в порядке. Она говорит ему да, но Прота продолжает спрашивать и признается ему, что ему всегда было скучно, пока он не встретил ее. После этого он спрашивает вампиршу, как она себя чувствует, и та говорит ему, что она тоже начала веселиться, когда он появился в ее жизни. В то время как это происходит, вампирши говорят о том, что они будут болеть до последнего, чтобы двое влюбились, и им не пришлось убивать парня Прота. Насуна извиняется за то, что лгала ему все это время, и Прота радостно хватает ее за плечи и говорит, что ей тоже было очень весело, поскольку для него все было в новинку. И что если она тоже так подумает, они найдут что-то новое, над чем можно будет посмеяться позже. Он от всего сердца кричит ей, что влюбится в нее, и что таким образом он больше никогда не перестанет ей надоедать, и что он хочет, чтобы вы остались вместе навсегда. После этого он краснеет, понимая, что, возможно, он был слишком взволнован, и она целует его в губы, одновременно клянясь, что они никогда больше не будут вместе. Она станет достойным вампиром, в которого стоит влюбиться. И на этом заканчивается эта история любви и, очевидно, аниме. И если вы дошли до этой части видео, не забудьте прокомментировать секретное слово, которое будет вампиром, и не забудьте оставить свой лайк, нажать кнопку подписки и активировать колокольчик, что чрезвычайно важно. Кроме того, если ты хочешь поприветствовать меня в одном из видео или хочешь порекомендовать мне аниме, чтобы подвести итог в следующем видео, подпишись на меня в Instagram, которое будет по ссылке в описании и в прикрепленном комментарии, так как очень скоро я буду здороваться со всеми, кто следует за мной. И без лишних слов, что сказать им, Пина Кола Асет прощается.